Кремль уже больше 4 дней ждет звонка Трампа, но ответа нет. О чем говорит молчание и почему Путин окружил себя охраной на кладбище? Евросоюз продлил санкции против России еще на 6 месяцев. У кого будет брать в долг Набиуллина? Скандал в Украине. Кто слил тайные разговоры украинской разведки и как отреагировал личный враг Путина Кирилл Буданов, которого в РФ считают террористом? И что стоит за новым заявлением Зеленского, который уверяет, что Путин убил бы всех украинцев? Всем привет! Время Прядко. Коротко, четко и по делу о главных событиях дня. Все, что нужно знать, вы узнаете от меня. Буду благодарен вам за подписку, комментарии и репосты. Также под каждым видео жду ваших ответов на мои вопросы. Что ж, время начать. Путин уже несколько дней ждет звонка от президента США Дональда Трампа. Для того, чтобы Москва была услышана, Кремль подает сигналы о готовности к диалогу и даже к встрече через различные российские медиа. Пока же Вашингтон молчит, и в России считают, что этому есть объяснение. Аналитики уверяют, что факт затянувшегося молчания является весьма говорящим событием. Тем временем пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал ситуацию и даже ответил, когда он вместе с начальником может полететь в США. Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор. Пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время. Пока же Путин ходит среди могил, среди мертвых ему привычнее, чем среди живых, судя по кадрам из Санкт-Петербурга. Россиян и близко не подпустили к тому, кто распоряжается их судьбами более 20 лет. Рядом была лишь охрана и оркестр. Путин приехал туда не просто так, на могилу к старшему брату, который погиб во время блокады Ленинграда. Отмечу беспрецедентные меры безопасности. Кладбище действительно полностью было перекрыто. Простому люду дали лишь издалека поглазеть на Путина. Примечательно, что траурный венок ко дню 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда, к которому также подошел Путин, стоял под низким углом к земле. Некоторые наблюдатели объясняют это горьким опытом беглого Януковича, который стал жертвой порыва ветра, который опрокинул еще 15 лет назад на его голову траурную цветочную композицию в центре Киева. Если завтра половина армии пойдет домой, то Путин нас всех убьет. Об этом заявил Зеленский. Он также прокомментировал вопрос демобилизации украинских военных, которых сейчас обсуждают в стране. Итак, я процитирую. Люди имеют ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно. Надо работать над качеством этого. Как вернуться домой и не возвращаться снова на фронт? Такие запросы есть, они сегодня не предусмотрены законом. Военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов в стране. Если завтра, например, половина армии пойдет домой, тогда надо было сдаваться в первый день. Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чичилии Сали. Ну и, собственно, там прозвучала фраза о том, что если завтра половина армии уйдет, то Путин нас всех убьет. Надежды на отмену санкций против России после инаугурации Дональда Трампа рухнули. Евросоюз продлил широкомасштабные санкции против РФ еще на 6 месяцев, после того, как Венгрия сняла свои возражения в обмен на гарантии энергетической безопасности. Европа действует. Министры иностранных дел ЕС договорились продлить эти санкции против России, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в социальных сетях. Она подчеркнула, что этот шаг продолжит лишать Москву финансовых ресурсов для ведения войны против Украины. Россия должна заплатить за тот ущерб, который она наносит, добавила Каллас. Отсрочка с продлением санкций могла бы привести к серьезным последствиям, таким как размораживание российских активов в Европе, которые используются для помощи Украине. Об этом говорят аналитики. Продление включает торговые ограничения, а также меры, блокирующие активы Центробанка России. Доходы от замороженных активов, как и прежде, направляются на финансирование кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов, поддерживаемого странами G7.
Напомню, премьер Венгрии Виктор Орбан ранее настаивал на консультациях с США перед продлением этих санкций, однако Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, выразил готовность усилить экономическое давление на Россию для ускорения мирного урегулирования. Венгрия, пытаясь защитить свои энергетические интересы, напомнила о расторжении Украиной соглашения по поставкам газа. Однако в конечном итоге дала согласие на продление санкций после того, как Еврокомиссия заверила Будапешт в готовности обсудить вопросы энергетической безопасности. Еврокомиссия заявила о планах включить Венгрию и Словакию в переговоры о поставках газа через Украину, что стало, собственно, ключевым условием для согласия со стороны Венгрии. В Украине скандал из-за утечки данных с закрытого совещания, на котором глава украинской разведки оценил ситуацию в стране. Украинские СМИ распространили информацию с якобы словами Кирилла Буданова. Согласно публикациям, он якобы заявил, что до лета 2025 года необходимо начать серьезные переговоры по завершению войны, иначе могут начаться процессы, угрожающие существованию Украины. Однако в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эту информацию опровергли, назвав ее ложной. Пресс-служба ГУР заявила, что распространенная цитата не соответствует действительности и призвала воздержаться от тиражирования слухов. Я процитирую также. Распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом «секретно» с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности Украины и используется врагом в своих интересах, подчеркнули в ведомстве. Спасибо за просмотр, лайк и за ответы на мои вопросы. Если вы досмотрели до этого момента, говорю вам огромное спасибо и прошу подписаться, чтобы всегда быть в курсе важных новостей. Подписка также важна и для меня, и для продвижения этого видео. Конечно же, ваша поддержка помогает нам развиваться. До встречи!